Димаш Кудайберген благополучно прибыл в Фуджоу. Кит Диас, как обычно, встречали его в аэропорту. Девушки ловили каждый взгляд своего кумира, а каждое его движение снимали на камеры. Завалили певца цветами, подарками и даже признаниями в любви. «Димаш, ты такой роскошный, это преступление. Не могу жить без тебя», – сказала одна из Кит Диас на русском языке. «Твои глаза, как звезды на небе, ты просто ангел, прибывший в наш мир». Вот так-то и не меньше. Друзья, напомним, что уже сегодня мы увидим Димаша Кудайбергена на красной дорожке церемонии закрытия 6-го международного кинофестиваля «Шелковый путь». В нем принимают участие кинематографисты из 50 стран мира. Димаш споет на церемонии закрытия этого форума, которая будет проходить в Олимпийском спортивном комплексе, который вмещает в себя 60 тысяч зрителей. Телеканал SSTV6 будет вести прямую трансляцию, которая начнется в 18:30 по пекинскому времени. Одна из поклонниц Димаша вот что написала по этому поводу в комментариях. «Мы тут все еще обсуждаем великолепное выступление Димаша в Сочи, а он уже в Китае. Вот это скорости, вот это ритм. Так, быстро перестраиваемся и готовимся к новому выступлению. Нервишки приводим в порядок, словарный запас восстанавливаем, пальчикам даем отдохнуть и к бою. Сегодня снова будет что обсуждать. Пусть всего 3 песни, зато его образ, красная дорожка и так далее». Ну что ж, друзья, лучше и не скажешь. Всем большой рахмет, с вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш Кудайберген в своем блоге китайской социальной сети Weibo написал очень трогательные слова для своих китайских диас. Прошло 3 года с того времени, как мы познакомились на проекте I'm Singer. Я тогда еще не понимал, с кем мне предстоит работать, какие песни придется выбирать, чтобы привлечь ваше внимание. Это не так просто, когда ты не можешь выучить китайский язык и не понимаешь, что происходит. Однако уже на следующий день после трансляции первого тура проекта I'm Singer все изменилось. Помню, когда меня попросили придумать название фандома, я, недолго думая, ответил, что хочу называть своих слушателей Диас. Я знаю, что вы очень скучаете, когда я уезжаю на гастроли по другим странам. Я тоже скучаю и помню каждое мгновение и то, как все начиналось. Самые увлекательные и удивительные моменты моей жизни связаны с вами, с моими дорогими. Из-за языкового барьера я порой узнаю о некоторых вещах намного позже, чем все. О некоторых я, вероятно, даже не знаю. Но вы делаете для меня так много, что я хочу поблагодарить вас и сказать, что вы не просто слушатели для меня, вы моя семья. Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете меня все эти 3 года. Я вас очень люблю. Что ж, прекрасные слова. А нам с вами, всем остальным поклонникам Димаша, живущим в других странах, остается только завидовать китайским диас. Впрочем, стоит ли? Ведь наш народный артист мира одинаково тепло относится ко всем своим поклонникам, где бы они ни жили. Он не устает их благодарить, раздавать автографы, фотографироваться и радовать своими новыми выступлениями. Это шоу
Пригласи певца, на котором вокалисты соревнуются, кто круче споет. Мужчина средних лет, с которым Димаш сфотографировался после, известный китайский профессор университета, один из судей этого музыкального конкурса. Друзья, обратите внимание на то, какая одежда на Димаше. Это нечто невероятное и очень стильное, написали поклонники артиста в комментариях. Боже, это лучшее, что я на нем видела. Одни белые манжеты чего стоят, эпатажно, современно, и очень ему идет этот образ. А тем временем на сайте телекомпании NHK World Japan опубликовали видео с фестиваля ABU TV Song Festival, на котором выступил наш Димаш, исполнив песню SOS. Hello my dears, we are getting ready to shoot a Japanese talk show. See you after a few minutes on NHK channel. Love you. Поклонники артиста предлагают поддержать любимого певца и сделать так, чтобы он вошел в число фаворитов. Для этого нужно войти на сайт, перейдя по ссылкам, и нажать на сердечко. Ссылка будет в описании под видео. Друзья, напомним, что фестиваль ABU проходил в Токио в ноябре 2019 года. Димаш тогда исполнил композицию SOS и сразил публику наповал. На фестивале выступили известные в своих странах исполнители из Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Турции, Вьетнама, Гонконга, Индонезии и Австралии. ABU Song Festival – ежегодное событие, организуемое Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом. В состав союза входит и агентство Хабар. В интервью после выступления наш любимый артист сказал: «Привет всем, я Димаш из Казахстана. Расскажи нам о своем выступлении, какая часть песни тебе понравилась больше всего?» «Не знаю, какая часть. Для меня важна вся песня, от начала до конца. Поскольку я певец, мне нравятся все части». «А что бы ты сказал или пожелал зрителям?» «Желаю, чтобы был мир. Считаю, что весь этот проект в целом и сегодняшний концерт являются прекрасным воплощением мира и единства. Токио и этот зал стали местом, где встретились и объединились такие разные и несхожие культуры. Также хочется, чтобы люди были доброжелательны друг к другу. Я желаю, чтобы между странами никогда не было споров, не было разногласий. Ведь решения, которые принимают сильные мира сего, имеют влияние и на наших маленьких детей. Давайте не забывать об этом». Друзья, какие мудрые слова! Всем мира и добра! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Окей, супер, хайди Димаш. Керемет. Өйткені Жапонияға ең алғашқы рет қадам басу болса да, жаңағыдай әуежайда өтеміз. Куәгері болып жүрген қаншама жанкүйерлерім тілек білдіріп, ниетін білдіріп, махаббатын көрсетіп күтіп алып жатыр. Өзімді бір кәдімгідей сәл уақытқа сол сезініп қалдым жаңағыда. Ол сезімге бөленуге әрбір әртіс ұмтылады, әрбір әртіс оны армандайды, және де сондай бір керемет сезімге бөлеп жатқан Жапония халқына, Жапония жанкүйерлеріне шын жүректен рахмет айтып келеді. Бір өте керемет әсер алдым. Жанкүйерлермен кездесу, жанкүйерлермен жүздесу әрқашанда әртіс үшін үлкен бақыт, үлкен мәртебе, мереке. Сол себептен бүгін менде мерекелі көңіл күй. Жапон ресторанындамыз.